Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе «Манас». В предыдущих передачах я рассказывал вам об истории создания эпоса «Манас» и романа мною написанного, о том, кто был самым ярким, выдающимся сказителем Манаса, кто исследовал эпос Манас. Ну и, наконец, сегодня я хочу вам рассказать о человеке, который внес огромный вклад в то, что эпос Манас сохранился как истинно народный эпос, истинно народное произведение. Речь идет о выдающемся сыне казахского народа Мухтаре Омархановиче Ауэзове. Прежде чем рассказать об его вкладе в эпос Манас, я хочу вкратце напомнить его биографию. Мухтар Омарханович Ауэзов родился 28 сентября 1897 года в урочище Шингыстау Семипалатинской области Российской империи. Это ныне Абайская область Казахской Республики. Рано лишившись родителей, Мухтар воспитывался своего дяди Касымбека. Мухтар сначала учился в медресе, затем в городском русском училище Семипалатинске. В 1913 году он с отличием закончил первый класс учительской семинарии, а завершил обучение в Семипалатинской учительской семинарии в 1919 году. В этот же год Мухтар Ауэзов поступает в партию большевиков и делает впечатляющую карьеру, что уже он в течение 3 лет достиг поста председателя Семипалатинского губернского исполнительного комитета и секретаря Казахского центрального исполнительного комитета в Оренбурге. Но затем его, как нарушителя партдисциплины за проявление национализма, его исключили из партии большевиков, после чего он поступил в Среднеазиатский Туркестанский университет в Ташкенте, после чего поступил на филологическое отделение Ленинградского государственного университета, который окончил в 1928 году. Затем он переехал со своей семьей в Ташкент и поступил в аспирантуру Среднеазиатского университета. В это время, в 1930 году, он был арестован по обвинению в связи с организацией молодых казахских писателей «Алка», обвинен в пантюркистских настроениях, вредительстве советской власти, и провел заключение 2,5 года. После освобождения Ауэзов преподавал в вузах Алматы и продолжал писать пьесы, потому что он сам уже с 1922 года, после того, как его исключили из партии большевиков, он начал заниматься творческим трудом параллельно. А с началом Великой Отечественной войны в 1941 году он, вернулся из Москвы в Казахстан, работал в Институте языка, литературы, истории казахского филиала Академии наук СССР. И продолжал, как я говорю, свою творческую работу. В это время им была написана дилогия двухтомник «Путевая», за что ему в 1959 году была присуждена Ленинская премия. Он был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР 5-го созыва. Затем он в июне 1961 года заболел, и 27 июня 1961 года скончался в возрасте 64 лет. Вот его вкратце его биография. А теперь мы поговорим о том, какое имеет отношение Мухтар Ауэзов к эпосу Манас. Надо сказать, что после Чоканова Алиханова, это был второй крупный ученый, который заинтересовался
нашим эпосом и взялся на научной основе изучать его. Впервые он к этому теме обратился в 1923 году, когда его, значит, исключили из партии, и он всецело посвятил себя науке и творческой деятельности. Он, значит, с целью сбора материалов об эпосе «Манас» в 1928 году специально приезжал во Фрунзе. И в это время он встретился с великим нашим монашеством Саакбаем Каралаевым. И его творчество произвело огромное впечатление на Мухтара, что он, услышав его песнь о «Плач Каныкея», он заплакал и сказал Саакбаю: если тебя не станет, Саакбай, человечество потеряет бесценную религию. Во время своей работы Ауэз неоднократно устраивал публичные выступления монашей, и каждое их выступление записывал, тщательно сопоставлял. И надо сказать, что в это время сыграл очень большую роль в деле собирания и изучения эпоса монастыря. Вместе с ним эту деятельность начали наши выдающиеся соотечественники Шенал Арабаев, Касым Таныстанов, Евгений Поливанов, но все они, к сожалению, были впоследствии расстреляны. И эта же участь постигла и Мухтара Ауэза. Его первых 30-го года также арестовали, но затем он был выпущен на свободу. И в 1935 году он снова вернулся к изучению эпоса Манас. Ну, затем он в годы войны также был увлечен этой работой, не оставлял изучение эпоса Манас. И, наконец, в 1952 году в городе Фрунзе состоялась всесоюзная научная конференция, на которой решалась судьба эпоса Манас. Многие литераторы, критики выступали против данного произведения, считая его пережитком прошлого, противоречащим духу советской жизни, природе, самой сущности советской власти. Клеймили его как произведение, прославляющее Баев, Манапов, идеи пантюркизма, исламизма. И только с выступлением Мухтара Ауэза чаша весов качнула в сторону изучения эпоса Манас, потому что он, Мухтар Ауэз, выступил с яркой речью на данной конференции и сказал, что где вы видите, что Манас – это антинародное произведение, как могло так случиться, что антинародное произведение сам народ веками, может быть, тысячелетиями передавал из уст в уста, в устном порядке, все монахи учили его наизусть и передавали с поколения в поколение. Не может этого быть, чтобы произведение, прославляющее только Баев, Манапов, феодалов, вошло глубоко вошло в сознание народа, и он бережно хранил в течение столетий. Нет, говорил он, кыргызский народ монаси видит прежде всего не Бая, не хана, не Манапа, а своего героя, богатыря, который выступал за свой народ, за его счастье, за его независимость, процветание, выступал за дружбу народов, за гуманизм, за человечность. Где вы увидите, говорит, что этот эпос античеловечный, антинародный? После этого все согласились с ними, была окончательно принята резолюция о том, что эпос Манас действительно народное произведение, и его необходимо и дальше изучать. И в этом бесценный вклад Мухтара Ауэза в изучение эпоса Манас. Конечно, нельзя сказать, что он единственный спас эпос Манас, но кто его знает, как бы сложилась бы судьба эпоса в дальнейшем, если бы за него не вступился бы такой авторитетный
ученый, исследователь эпоса Манас. И после этого же было дано научная команда, чтобы его глубоко изучать этот эпос Манас. Кыргызское правительство высоко оценило еще в те годы его труд Мухтара Ауеза, поэтому ему на берегу Иссыкуля был выделен земельный участок, где он построил себе небольшой домик. И потом часто впоследствии шутил, что если бы ему была бы дана вторая жизнь, то он обязательно прожил бы ее на берегу Иссыкуля. Ну вот и все, товарищи, что я хотел сказать о вкладе второго выдающегося представителя братского казахского народа в дело изучения и сохранения эпоса Манас. Ну а теперь я вам продолжу читать свой роман. Как я вам говорил, я на основе варианта Сагынбаева-Розбакова написал 5-томный роман «Манас» на киргизском языке, включил его через экспертизу Министерства образования, школьную программу по кыргызской литературе, затем перевел его на русский язык, и все эти книги, оба варианта, кыргызский и русский, выставил на своем сайте epos-manas.com, и кто желает, может там купить эту электронную версию книги. Ну а кто хочет приобрести книжный вариант, то можете его приобрести в книжных магазинах или у меня непосредственно. Ну а теперь продолжим читать наш роман. Посмотреть на новорожденного гостя пришли Акбалта и Адылбек. Акбалта взял лежавший в постели Чейрну Манаса, пристально посмотрел на него. Пусть жизнь у него будет долгой, поцеловав младенца с удовлетворением, сказал Акбалта. Пусть он отомстит всем нашим врагам. Взяв с рук Акбалты сына, Жак также поцеловал ему в лицо. «Дайте мне Манасу», нетерпеливо попросил среднего роста худощавый смуглолицый Адылбек. Когда Жак бережно передал сына, он некоторое время внимательно вглядывался в него. Затем, осторожно поцеловав его в нос, он неожиданно вздрогнул, как бы испугавшись чего-то. «Что теперь будем делать с монахом Калмака?» – спросил Адылбек у Жака. «Как скроем от него рождение Манаса?» Все растерялись, не зная, что ответить, и в юрте воцарилась гнетущая тишина. Через некоторое время Акбалта, задумчиво поглаживавший бороду, весело посмотрел на окружающих. «Я, кажется, нашел выход из данной ситуации». «Какой выход ты нашел?» – спросил у него с надеждой Жак. «Говори, если мысль твоя хороша, исполним ее беспрекословно». На другом конце дворя скулят новорожденные щенки. Не говоря никому, пусть Жака принесет одного из них. «Адылбек, приведи монаха сюда, а Бактулот пусть спрячет Манаса в соседней юрте». «Что ты задумал?» – удивился Жака. «Не тратьте время зря и делайте то, что я говорю. Потом сами все поймете». «Хорошо». Жак, Адылбек и Бактулот вышли из дома, чтобы выполнить этот приказ. В доме остались только Акбалта и Чейрны. Через некоторое время Жак вернулся обратно. Вытащив под халата маленького черного щенка, он передал его Акбалте. Тот осторожно положил его в постель к Чейрне. «Вот, теперь все в порядке», – удовлетворенно произнес Акбалта. Немного погодя, Адылбек привел домой еле стоящий на ногах вдрызг пьяного Кочку. Монах был одет в синий халат и островерхий черный колпак. «Заходи, уважаемый монах», – сказал низко поклонившись Акбалта. «Зачем вы меня вызвали, Буруты?» – раздраженно спросил многовязый, скуластый, рыжий монах. «Я в свое удовольствие лежал, пил водку, а вы меня потревожили». «Извини нас, дорогой», – вежливо улыбнулся Акбалта. «Мы позвали тебя, чтобы исполнить приказ Аллахи о том, что при рождении детей обязательно сообщать об этом его монахам. У нас жена Жак породила ребенка». «Жена Жак породила?» – с пьяной мукой спросил монах. «Да», – ответил Адылбек. «Ты, монах, здесь ходишь потому, что много чего знаешь, без лишних слов быстро вникаешь в любую ситуацию». Монах, выпив чашку муса, протянутую Акбалтой, положил себе
рот кусок сочной баранины. Пожатываясь, он подошел к Чирле. Откинув одеяло, монах увидел лежавшего рядом с ней черного щенка. «Проклятие, Ахбалта, ты меня прикончил!» Задыхаясь, с трудом проговорил мгновенно проревевший монах. Оказывается, жена Жак родила не человека, а собаку. Не в силах произнести еще что-либо, он в ужасе, с дико вытаращенными глазами, стал отступать назад. Неожиданно Кочку упал и потерял сознание. К нему сразу на помощь поспешил Жак. «О, Господь!» – запаниковал он. «Спасайте монаха! Если он умрет, калмак не оставит меня в покое, повесят вверх ногами». Жак торопливо набрал ведроковщик воды и побрызгал лицо монаху. Кочку пришел в себя, с трудом открыл глаза. «Как ты, монах?» – с тревогой спросил Жак. «Хорошо», – бессильно ответил Кочку. «Тогда вместе с моими жигитами пойди домой, где ты остановился. Отдохни там, поешь мясо и попей кумыса». «Нет, нет», – кыргыз решительно покачал головой Кочку. «Теперь, если дадите не то что кумыс, а даже золото с меня весом, я ни за что не останусь здесь. У народа, где женщина рождает не человека, а собаку, не будет ни счастья, ни благополучия, ни будущего. Я сегодня же уеду из вашего аила». Как ни просили, не умоляли кыргызы, монах никого не послушался. Еле поднявшись с места, покачиваясь, он вышел из юрты. После того, как монах ушел, Бактулот принесла монаса обратно домой и передала его Ахбалте. Он, открыв правую ладошку младенца, увидел надпись «Манас». «Его нам дал Бог», радостно обратился ко всем Ахбалта. «Родился наш монас, которого так долго ждали. Пусть он станет богатырем, оправдает нашу надежду, послужит нашему народу. Пусть исполнится ваши слова», загомонили все в доме. В это время к Ахбалте подошел Адалбек, чем-то расстроенный. «Дядя», — сказал он, — «мы, радуясь рождению монаса, хитростью прогнали монаха. Однако, если завтра другие калмаки прознают о рождении ребенка, нагрянут к нам с проверки, тогда мы можем огрести горе и лишиться ребенка». «Это правильно», — согласился Жак. «Калмаки завтра же узнают о нем. Надо найти какой-нибудь выход». Когда присутствующие в доме молча уставили друг на друга, всех опять выручила Ахбалта. «Братья», — сказал он, — «давайте назовем ребенка не монасом, а большим идиотом. Тогда калмак ничего не заподозрит, мы сохраним младенца живым, здоровым. Согласны, нет, на это?» Все загомонили. «Согласны, согласны». «Нет», — решительно покачал головой Адалбек, — «так не пойдет. Если прибывшие к нам калмаки осмотрят ребенка и прочтут метку на его ладони, сразу все поймут. И тогда мы лишимся монаса, да и нам самим придется туго за обман». После таких слов все снова упали духом, кроме Жака. «Что делать с пребывающим и убывающим калмаками? Предоставьте мне, братья», — улыбнулся он. «Ведь недаром говорят, что золото собьет пути даже святого. Того, кто придет к нам с проверкой, я накормлю до отвала мясом, залью по уши водкой, дам, сколько бы он ни попросил золота, и отправлю его во свояси. Да так, что он сам забудет, для чего приезжал, зачем уезжает. Тогда закрепим нашу договоренность», — подвел итог Ахбалта. «Никому не будем говорить о рождении монаса. Возможно, через некоторое время метка на его ладони исчезнет. Если бы это произошло, многие проблемы решились сами собой». Тяжело вздохнул Жак. «Верно», — согласился Ахбалта. «А теперь будем свято охранять тайну, беречь ее, как зеницу ока». Все, согласившись с этим, разошлись по домам. Через несколько дней они снова собрались в доме Жакова на большой пир. Он длился 3 дня, на который в численность прибыли калмак во главе с Ушаном Богатырем, казахи Айдархана. Народ Жаков 70, все как один с большим почетом встретили гостей. Было мясо в изобилии, как горло, рассол, как оль, рай, мукой. Жаков провел для гостей разные игры и представления. В конце пира, навьючив мясо, ведя за собой скот, гости разъехались по домам. Глава 3. Детство монаса.
Прошло несколько лет после этого события. Семья Жак, как все остальные, вела свою повседневную жизнь. Супруги, долго ждавшие ребенка, все усилия направили на воспитание Манаса, чересчур балуя его. А как было не баловать? Ведь он был единственным их ребенком. К несчастью, Манас не мог ходить до 5 лет. Ноги ребенка были недостаточно крепкими, чтобы нести налитое, как свинец, широкоплечие тело. За это все кругом называли его дохляком Жакба. Манас лишь к 5 годам стал понемногу ходить, а к 6 годам, набрав сил, как молодой барашек, стал полноценно развиваться. К 8 годам, отличаясь от других, он, как посмотришь, с утра до вечера умывался, а иногда мог целый месяц не мыть руки. Иногда он ходил кротким, как ягненок, а затем вел себя, как буйный, связанный сумасшедший. Манас делал все, что ему заблагорассудится. Увидит могилу, разроет, встретит муж, напугает, дервиша побьет и отнимет у него посох. Если дашь им целую бурдюк кумыса, выпьет в один миг. Этот цинжак еще натворит беды. Он не ребенок, а сущее наказание, говорили жители Аила, начали выражать недовольство Манасом. Как будто мало это, мальчик совсем не ценит богатство. Если попадет ему на руки жаму, большой слиток серебра, миг истратит. Считая, что костяная бита слишком легкая, использовал вместо него слиток серебра, когда играл в вальчики. Отстегать ребенка ремнем за эти проделки Жакба не поднималась рука. Наказывать таким образом долгожданного, единственного ребенка, калечить душу, надломить его дух. Отец считал все это неправильным. Он решил воздействовать на Манаса лаской и добротой. Когда ребенок стал понемногу понимать, что к чему, Жак стал проводить с ним все свое свободное время. «Сынок», — сказал он Манас, когда впервые начал с ним серьезный разговор, — «ты уже не маленький, тебе 8 лет, и ты большой джигит, поэтому должен вести себя хорошо». «А что будет, если я буду вести себя плохо?» — ластясь спросил отца Манас. «Что, ты тогда меня побьешь?» «Нет», — улыбнулся Жак, — «не побью. Но если все будут говорить о том, что ты плохой и послушный мальчик, и ругать тебя, с мамой очень огорчимся и будем плакать, сынок». «А разве взрослые плачут?» — отец поразился Манас. «Да, если дети становятся непослушными, не слушают, что им говорят, ведут себя плохо, тогда и взрослые плачут. Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был хорошим, воспитанным человеком». Помолчав немного, Манас обратился к Жаку с еще одним вопросом. «Отец», — сказал он, — «если ребенок не будет слушать родителей, будет плохим, как он может быть наказан?» «По-разному», — ответил Жак. «Например, все остальные дети не будут его любить, никто не будет дружить и играть с ним». Почесывая голову, Манас задумчиво посмотрел на отца. «Отец», — сказал он, — «другой вопрос. Если ты и мама позовете одновременно, кому я должен подойти первым?» «К маме». «Почему?» — удивился Манас. «Ты часто повторял, что отец является главой семьи, поэтому все должны всегда его слушать. Так почему ты сейчас говоришь по-другому?» «Сынок, здесь нет ничего удивительного. Это верно, отец является главой семьи. Но мать имеет больше прав на ребенка, чем отец. Она в течение долгих 9 месяцев носит своего ребенка в утробе, терпя неудобства и лишения. Затем кормит его в груди в течение 20 месяцев. Поэтому, если ребенка позвали оба родителя одновременно, он должен сначала подойти к маме. Услышав ее, он должен пойти к отцу. После этого ребенок обязан исполнить поручение обоих родителей. Я понял все, отныне я всегда буду делать то, что вы говорите, торжественно пообещал Манас. «Поступай именно так, мой мальчик», — ответил Жак, искренне обрадованный тем, что сын стал на правильный путь. Манас, под впечатлением воспитательных бесед отца, на некоторое время стал вести себя тише воды и ниже травы. Однако со временем, поддавшись ребят, он позабыл назидание отца и взялся за старое. Заметив, что сын не справился, продолжая свои неблаговидные проделки, Жак разозлился. «Как я заметил, Чирда, Манас не блещет умом, никого не слушает, ни во что не верит», — покачал головой старик.
чтобы он взялся за ум, надо отдать его нашему пастуху Ошпору на 6 месяцев. Пусть научится разговаривать с людьми, окрепнет физически, узнает цену блага, поймет, как добывается хлеб. Если хочешь отдать сына Ошпору, отдавай, согласилась Шейбе. Будет почти ягнят, привыкнет к труду, будет подальше от злых глаз. Получив согласие жены, Жак позвал сына. Я уже не молод, сынок, обратился к Манасу. У меня несколько верблюдов, лошадей, 100 баранов. Откуда у меня сила приумножить этот скот? Пришло время заняться этим тебе. Что я должен делать? Спросил мальчик. Если будешь пасти ягнят Бая по имени Ошпор в горах 6 месяцев, он тебе даст за эту службу несколько овец. Что ты на это скажешь? Беспокойно спросил Жак. Отец, удивился Манас. Что он за человек? Неужели есть бездетные богачи со множеством скота? Если он не оставит меня голодным, вези меня к нему. Сколько дней пути до Ошпора? 1 день. Я согласен. Обрадовавшись согласию сына, старик на следующий день повез Манаса к Ошпору. Бай, ты дома? Крикнул Жак, когда они прибыли на место. Я привез вам слугу для того, чтобы пасти ягнят. Услышав голос хозяина, рослый, широкоплечий, смуглолицый Ошпор вышел в торопях и в зюрте взял поводья коня гостя. Здравствуйте, уважаемый гость, заходите в дом, гостеприимно произнес пастух, одет в черный халат и черные сапоги. Жак и Манас вошли в дом и сели на почетные места. Не мешкая, Ошпор зарезал упитанную ягню, сварил его мясо, подал его с бульоном гостям. Проголодавшиеся в пути, отец с сыном начали кушать. Ошпор, не мешая им, сидел молча. Насытивший, Жак подправил Манаса на улицу, начал советоваться с Ошпором. «Сын никогда прежде не входил далеко из дома», — сказал старик. «Если будет сам пасти ягнят, не справится с этим заданием. Безусловно, тогда ягнята погибнут в пасти волков или слетят с пропасти, причинив тебе убыток». «Вы правы, Бай», — согласился Ошпор. «От ребенка, никогда раньше не пасшего ягнят, никакого толку не будет. Надо к нему представить кого-нибудь из местных. У вас в Аиле есть такие подходящие люди?» С надеждой посмотрел на пастуха Жак. Если еще он будет ровесником Манасу, было бы вообще замечательно. Ошпор, почесав голову, задумался на некоторое время, а затем радостно посмотрел на Жака. «Бай, у нас есть такой ребенок». «Чей он сын?» «Его отец Кадовбай из наших кыргызов. Его сыну Чегебаю, по моим расчетам, 10-11 лет». «Очень хорошо», — обрадованно сказал Жак, довольный тем, что напарник до сына нашелся сразу. «Но согласится ли он стать слугой?» «Согласится», — уверенно произнес Ошпор. «Кадовбай несколько дней назад приходил ко мне и просил найти работу для его сына». «Тогда все замечательно», — еще больше успокоился Бай. «Пусть мой сын Чегебай вдвоем пасут ягнят». «Я вас понял», — ответил Ошпор, поехал к Кадовбаю. Приведя его с сыном к себе домой, пастух условился о плате за работу мальчика. Закончив все дела, отправляясь к себе домой, Жак, прощаясь с Ошпором, отозвал его в сторонку. «Будь к моему сыну построже», — твердо приказал он, — «не будь с ним излишне мягким, не позволяй делать то, что ему вздумается, оставляя его иногда голодным, а иногда сытым. Если сын будет перечить тебе и не слушать приказов, бей его безжалостно, пусть он привыкает к плохому и к хорошему». «Я понял вас, Бай, сделаю все, как надо», — пообещал Ошпор и проводил Жака. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подходит к концу. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.